Меня зовут Алексей Злобин. Я, собственно, работаю в компании Legion, которая помогала организовывать это событие. Я вам сегодня расскажу об том, как мы применяли скалу в нашем проекте ГУЗе. План моего доклада такой. Сначала я расскажу о, собственно, проекте, потом о том, чем конкретно в нем занимается скала, ну и потом несколько таких технических зарисовок о технологиях и каких-то характерных методов, которые мы пробовали использовать и к чему они привели. Итак, для начала, что такое ГУЗи? Это социальная сеть, достаточно классическая, там, с друзьями, группами, фолловерами и так далее, построенная вокруг концепции стикера. Стикер — это какой-то маленький кусочек комментария, который оставляется на веб-странице, крепится к конкретному ее элементу. Помимо, собственно, этих стикеров, важной концепцией пользовательского интерфейса является так называемая лента друзей. Это, грубо говоря, все события, которые происходят вокруг пользователя. Там какие-то сообщения в группах, стикеры от друзей и так далее. Собственно, проект наш был достаточно большой историей, ему уже порядка 3 лет, да? И текущая итерация началась около года назад, когда я, собственно, пришел в компанию. Основной задачей было поднять производительность, сделать технически возможным обслуживать большое число пользователей. В частности, нам ставилась задача быть способными обслужить до 1 миллиона пользователей. Собственно, для этого была сильно изменена начальная архитектура, и она приняла вот такой вот вид, как сейчас покажу на слайде. Собственно, из чего она состоит? На самом низком уровне хранения данных мы используем MongoDB. Мне немного рассказывал предыдущий докладчик. Это современная, даже сказал сейчас, популярная база данных. Она документ-ориентирована, она не реляционная. И в ней развиты средства для репликации, для шардинга и так далее. Вторым слоем в этой архитектуре выступают так называемые API-сервера. Это сервера, которые занимаются, собственно, общением с базой данных, преобразованием данных из каких-то форматов, удобных для потребителей, форматы пригодные, удобные для хранения. Кроме того, на них висят некоторые дополнительные задачи, я чуть позже о них расскажу. Группа API-серверов подсоединяется к лоуд-балансеру. Собственно, свой функционал API-сервера экспортируют как REST-сервисы по стандартному протоколу HTTP. Поэтому практически вся балансировка нагрузки складывается на обычный HTTP-балансер. Мы используем HA-прокси. К нему же подключаются сервера портала. Портал — это другой компонент, который, собственно, веб-сайт, который поддерживает этот проект. Там пользователь имеет доступ к своему профилю, к редактированию списка друзей, и тому подобным вещам. Портальные серверы не общаются напрямую с базой данных. Весь свой функционал они осуществляют через API-сервера и подсоединяются к тому же лот-балансеру, причем и как потребители, и как собственно, сервера. Вот. Часть портов балансера торчит наружу, через них браузеры, браузерные плагины, которые, собственно, осуществляют постинг этих стикеров. Мобильные приложения соединяются либо с порталом, если мы говорим о браузере, либо если мы говорим о плагинах и мобильных приложениях, то с API-серверами. Вот. Собственно, скала используется исключительно сейчас на серверах API. Они, собственно, целиком на ней написаны, за исключением отдельных тестовых компонентов. Основные функции, которые они выполняют в проекте, это, во-первых, собственно, управление доступом к хранилищу данных, причем как к Mongo, так и параллельно с ней для некоторых задач мы используем S3. Это управление и, собственно, исполнение какими-то инфонными задачами. Понятно, при работе такого проекта возникают задачи вроде отправить почту, закачать куда-то файлик. Вот этим всем занимаются также API-сервера. Кроме того, мы используем внешнюю сервис поиска Elasticsearch. Собственно, передача текстов наших стикеров ему на индексацию, она также осуществляется API-серверами автоматически при постинге, при обработке. Собственно, почему мы выбрали
скалу для этого сервера. Ну, первый довод понятен, она достаточно быстра, она выполняется в JVM. Это язык очень краткий, с ним удобно работать. То есть любой более-менее осмысленный, не криво написанный компонент, по большому счету, всегда умещается в один экран. Это очень удобно, это заметно повышает скорость работы, как минимум в части прочтения кода, в части взаимодействия со своими коллегами. Он выразителен, в нем минимум каких-то ненужных синтаксических конструкций, синтаксических ритуалов, которые просто вбиваются, но не придают программе дополнительного смысла. Этим, в частности, известно грешит Java. Вот. Что еще? Он поддерживает очень продвинутые техники объектно-ориентированного программирования. В частности, уже упоминавшиеся ранее трейты, self-type annotations, очень развитая система дженериков и так далее. Все это, конечно, не очень активно используется в наших проектах, но позволяет, скажем так, умным парням строить действительно удобные и полезные библиотеки. В том числе и стандартная библиотека весьма удобна. Он поддерживает некоторые функциональные вещи. Из них особо следует отметить то, что на нем очень удобно создавать неизменяемые структуры данных каких-то. Очень легко работать, оперировать с константами. Это значительно упрощает параллельное программирование. Ну и, собственно, нам доступно все Java наследие. Это тысячи библиотек, если не миллионы. Команда. Нас на проекте работало 2 человека до самого недавнего времени. Юра не так давно перешел на другие задачи. Все много программировали на Java и, думаю, можно сказать, что ее знали хорошо. Все очень любили всевозможные новые технологии, очень любили их пробовать на своих проектах. Это, конечно, сыграло решающую роль в, я считаю, достаточно успешном применении скалы в проекте. Собственно, начинается техническая часть. Первый кусочек, который я хочу рассказать, это наш опыт использования известного фреймворка Lift. Собственно, использовался он у нас очень скромно. По большому счету использовалась только его поддержка REST веб-сервисов и сериализация обычных скала-объектов, объектов нашей модели в JSON. Все остальные фичи практически не использовались. Несмотря на такое скромное использование, мы встретили определенные трудности в работе с лифтом. Первые 2 были связаны с производительностью. Первое заключалось в том, что встроенный механизм локализации показал очень медленную работу, очень плохую пропускную способность. У нас на топовом EC2 инстансе сервер был способен обрабатывать буквально 20-30 запросов в секунду. Собственно, проблема решилась просто отказом от библиотеки для локализации, которую предлагает Lift, и ручным кодированием с использованием ресурс-бандлов. Сразу получили 4-кратный прирост пропускной способности. Это было, конечно, большим сюрпризом. Вторая проблема, которая известна, но с которой пока не очень боремся, это большое потребление памяти механизмом сериализации в JSON. Он просто написан не очень эффективно с точки зрения памяти. Он очень агрессивно пользуется всякими функциональными структурами данных, очень много паразитных копий создает строк при работе. И последняя проблема, она, наверное, такая достаточно, можно сказать, скромное личное мнение, это не очень приятный стиль кодирования внутри самого лифта. Очень много вложенных конструкций, вроде кейс, Wi-Fi, еще раз Wi-Fi, еще раз кейсом, длинные какие-то цепочки мэпов, фильтров, в общем, я не знаю. В общем, понятно, почему Полок считает, что Scala сложный язык. Не очень приятно, очень часто приходилось разбираться в коде, документация не столь хороша, отнимало много времени его чтения, просто чтение библиотечного кода. Собственно, с него хочется переехать, немножко тормозит то, что мы воспользовались некими такими
хакерскими приемами в работе с лифтом в свое время. Ну, думаю, когда-нибудь мы с этим разберемся. Так. Понял. Что дальше? Сейчас я немного расскажу об устройстве нашего API-сервера, о его логической структуре. И расскажу о том, как мы применили Cake Pattern, очень модный в сообществе, для того, чтобы ее упорядочить. Ну и, собственно, что получили на выходе. Структура приложения в этом слайде более-менее показана. Она состоит из 3 уровней. Первое – это контроллеры. Это вот та часть, которая непосредственно общается с Lift-фреймворком, которая знает о том, что API-сервер имеет дело с HTTP. Она декодирует запросы, раскладывает их по каким-то нашим доменным моделям и передает вниз. Уровень сервисов – это такие фасады для основного функционала сервера. Они представляют единый такой сконцентрированный интерфейс с методами вроде там изменить профиль пользователя или запостить стикер. Собственно, операции предметной области он экспортирует. Внутри него живут несколько таких маленьких подсервисов, связанных там с рассылкой почты, взаимодействиями с какими-то внешними службами, вроде Фейсбука и тому подобное. А еще ниже лежит, собственно, уровень взаимодействия с Mongo. Это, грубо говоря, такой примитивный, руками написанный глупый ORM, сильно заточенный для нашей предметной области. Кроме того, на каждом уровне мы стараемся поддерживать какую-то логическую вертикальную сегментацию по областям доменной модели. То есть там держать отдельно контроллеры, которые обслуживают пользователей, группы и так далее. Это не очень важно, но просто сокращает размер кода в одном компоненте. Вся эта штука получилась достаточно сложной. В ней, собственно, были следующие проблемы. Достаточно много зависимостей внутри уровня. Понятно, если мы работаем над данными какого-то стикера, нам нужны данные о пользователе, о группе, в которой они опубликованы и так далее. Мало того, множественные зависимости расползаются между уровнями. То есть у нас, с одной стороны, нет хаков, при котором там верхний уровень компонент сразу лезет в базу данных, но он может зависеть сразу от нескольких компонентов более низкого уровня. И, наконец, много общего функционала внутри каждого уровня. Собственно, мы подумали и решили применить известный Cake Pattern. Я не знаю, думаю, будет достаточно сложно сейчас рассказать его идею. Думаю, большинство представляет, как он устроен, что происходит. Но если кратко, в скале есть такая штука, как трейты. Это, грубо говоря, какой-то класс, созданный для того, чтобы его примешивать в другой. Cake Pattern – это идея описания какого-то функционала в виде этих трейтов и последующего включения stuff runtime компонента не жестким наследованием, а через какой-то косвенный механизм. В основном он позиционируется как замена классическому dependency injection в стиле там Spring, как же он называется, Juice и так далее. В конце у меня будет ссылка, не знаю, очень заинтересованные почитают. Собственно, что мы получили на выходе? Первый приятный момент, весь контекст приложения, вся верхнеуровневая архитектура выражена практически в одном файле. Это примерно 100 строк кода, это действительно очень компактно и очень читабельно. Удобно анализировать зависимости. По моему опыту общения со Spring, XML-контекст был бы минимум вдвое больше. Второй приятный момент. Как и обещают, мы получили проверку корректности всех этих зависимостей на этапе компиляции. Есть одна проблема, но в основном это работает. И, наконец, в общем и целом, достаточно управляемый код получился. Размер исходников всех компонентов не превосходит 1000 строк в среднем. Есть буквально пара исключений в проекте. В чем проблема? Первая, наверное, все-таки проблема нашего дизайна – это очень длинные списки зависимостей по 6-7 пунктов.
Вторая, сейчас трудно ее объяснить. В общем, неявная зависимость от того, как мы описываем эту зависимость. Дело в том, что когда у нас производится примешивание вот этих трейтов в класс, для этого нового класса автоматически создается код инициализации, и он очень сильно зависит, непосредственно зависит от порядка, в котором мы примешивали наши абстрактные компоненты. В связи с этим простой рефакторинг может ломать инициализацию сервера. С одной стороны, это легко ловится, то есть это ловится просто простым запуском, просто попыткой запуска всего сервера. И гарантированно ведет null pointer exception, если что-то может пойти не так. Но, нельзя сказать, что мы действительно имеем абсолютно полную проверку корректности вот этого разрешения зависимости на этапе компиляции. Ну и, собственно, для HC это легко, просто не пользоваться значениями и переменными, предпочитать def и ленивые значения. Просто, тогда обычно проблема с порядком инициализации решается сама. Вот. Ладно, можно идти дальше. Последняя интересная штука, про которую хочется рассказать, это использование библиотеки Scala-Z и ее стандартного класса для валидации. Появилась она у нас очень резко. Я буквально вечером прочитал пост в одном блоге, утром бросил Юре ссылку. Уже на следующее утро был гигантский рефакторинг, пришел ко мне с очередным апдейтом из репозитария, и была новая зависимость. То есть очень быстро она у нас появилась в проекте, очень быстро распространилась. Что это такое? Это аналог стандартного библиотечного Ether. Аналог немного более продвинутый в том смысле, что если Ether нам позволяет, грубо говоря, когда у нас есть какое-то количество вот этих возможных ошибок, мы хотим к ним применить, например, функцию, Ether нам позволяет только их дергать по одной и откатываться с первой же ошибки. Validation позволяет нам агрегировать несколько ошибок в одну и, соответственно, рапортовать наверх более полную картину о том, что именно пошло не так. Вот. Собственно, мы его применили, результаты вот такие. Во-первых, у нас получилась более-менее постижимая система обработки и агрегации ошибок. В проектах, в которых я работал раньше, это, скажем так, было недостижимо. Обычно обработка и рапорт ошибок от уровня, такого низкого уровня осуществления I/O до самого верхнего, до сообщения клиентам то, что пошло не так, отличалось либо очень большой невнятностью, либо огромным количеством хаков. Это фактически единственный способ, который я знаю, чтобы как-то иметь дело вот с таким уровнем сложности, когда у нас до 20 параметров, требующих валидации, и на каждый наложено по 2-3 ограничения. Что еще? Он нам позволил сделать действительно унифицированную систему для обработки ошибок каких-то входящих данных, для обработки ошибок внутри сервера, для обработки ошибок внешних служб. Все это сейчас обрабатывается достаточно унифицированно и понятным способом проходит от самых низких уровней нашего приложения до отчета об ошибке клиенту и корректного HTTP ответа. Ну и, наконец, это type level, проверка на этапе компиляции, что у нас действительно корректно обрабатываются все ошибки. Если мы, например, говорим о checked exceptions в Java, то этого сказать нельзя. Вот. В чем проблема? Проблема в том, что вся эта штука тяжело, очень сильно завязана на всяких продвинутых топиках функционального программирования, вроде монад и аппликативных функторов. В них сложно разбираться, это требует грубо говоря, месяца медитации по вечерам. До проведения этих сеансов медитации код получается кривоватый, страшный. В общем, местами до сих пор он встречается в нашем проекте. В принципе, это преодолимо. Во всяком случае, в нашей команде получилось. Очень невнятные ошибки от компилятора, когда что-то идет не так. Это связано это, в принципе, общая проблема для механизма неявных параметров в скале. Когда компилятор говорит тебе, что ты не прав, бывает иногда очень сложно понять, где именно ты не прав.
Это пару раз выедало значительное количество времени, то есть порядка там 30-40 минут на одну ошибку. Эпизодов было мало, но они имели место. Ну и последняя неприятность. Мы живем в JVM, и у нас бывают исключения, вот хорошие исключения, к которым просто нельзя подготовиться. Необходимо как-то продумывать, как и в какие моменты они будут перехватываться, преобразовывать их в ошибки валидации, ну и, соответственно, уже унифицированным способом рапортовать наверх. Собственно, это было сделано, получилась вот примерно такая штука. Собственно, как не все устроено. Есть какое-то количество компонентов, которые, ну, преимущественно это компоненты, которые производят много ввода-вывода с высокой вероятностью ошибки. Это модули взаимодействия с базой данных, там, внешних сервисов и так далее. Они просто запрограммированы в расчете на исключение, мы не пытаемся в них использовать. А валидации, вот они живут какой-то своей жизнью. При этом все их интерфейсные методы, которым пользуются другие модули системы, заворачиваются в специальные врапперы, которые, ну, грубо говоря, содержат в себе метод try, перехватывают все исключения и передают их специальному конвертеру, который мы написали, который преобразует, ну, в котором описан маппинг от всех возможных исключений вот в нашу модель ошибок, скажем так. После этого уровень сервисов и контроллеров, ну, просто не пишется в расчете на исключения, он везде оперирует валидациями. На самом верхнем уровне, на уровне лифта, вешается еще один специальный хук, который, грубо говоря, получает все исключения, которые, в принципе, выпадают в сервлете, и тоже их конвертирует. Это нужно на случай, если мы где-то забыли что-то завернуть вот на первом уровне, либо сделали что-то очень криво на уровне сервисов или контроллеров, например, у нас выпал null pointer exception, для того, чтобы сервер не плюнул в пользователя стек-трейсом. Вот. Ну и, собственно, на уровне нашей библиотеки сериализации сделана корректная обработка нашей модели ошибок и ее преобразование в HTTP-ответы. Это, в первую очередь, установка правильного кода ответа, во-вторых, присоединение к ответу небольшого описания того, что именно пошло не так. Например, при загрузке нотиса не нашелся, не знаю, пользователь, который его отправил, его кто-то стер. Приходит 404-я ошибка и там небольшой кусочек JSON, где написан там идентификатор и какая сущность в базе данных не нашлась. Так. В общем, можно сказать, что это достаточно хорошо работает. Наверное, впервые в моей практике нет большого потока жалоб от разработчиков параллельных систем о том, что они не могут понять, что произошло внутри сервера, где они не правы. Это за почти год эпизодов, когда обращались с тем, что непонятное сообщение об ошибке, именно разработчики, не знаю, может быть, с десяток наберется. Это достаточно хороший показатель, по-моему. Вот, ну, резюмируя мой доклад, какие выводы мы извлекли. Первое, что стоит всегда предпочитать, это простые понятные инструменты каким-то сложным и, скажем так, старающимися покрыть большое количество проблем решить. Это в первую очередь речь о лифте, конечно. Второе, это то, что опшены, изеры и валидации, предлагаемые библиотекой Scala-Z, они действительно работают, они помогают сделать код с одной стороны понятнее, с другой стороны значительно повысить его надежность. Ну и последнее, я про этот вопрос мало говорил в презентации, но тестирование сервер-сайд кода – это достаточно сложный вопрос в большинстве случаев, и о нем всегда стоит задумываться до, собственно, написания этого сервера. Вроде все. Спасибо за внимание, вопросы. Кстати, список ссылок по самим топикам. Да, изначально целиком GUI был написан на Python, на Django, и, собственно, портальная часть, и вот веб-сервисы. Все это работало очень медленно. Ну и кроме того, в бэкэнде был MySQL, без репликации, безо всего. Поэтому все это радикально не устроило по производительности. У меня доходили слухи, что там порядка сотни пользователей могли просто уронить сервер.
Ну, это решение было принято немножко до меня. Из того, что я вижу, она очень удобна, когда у нас в проекте весьма динамичная модель, когда у нас часто меняется список атрибутов, список классов и так далее. С SQL это вызывает заметные проблемы при миграции. Вот. Почему не key value? Другие, честно говоря, производят впечатление гораздо менее зрелых. Вот. Я затрудняюсь назвать другую базу данных с настолько развитым сообществом, с таким количеством ресурсов, с возможностью получить какую-то поддержку в случае чего. Ну, как бы вот. Ну, смотрите, validation что себя представляет? Это все тот же user, у которого либо наш кусочек данных, либо отчет об ошибке. Отчет об ошибке, для отчетов об ошибок у нас написаны какие-то классы, которые позволяют понять, передают необходимую информацию о том, что пошло не так. Ну и, соответственно, исключение конвертируется вот этот класс ошибки, и он заворачивается в fail класс. Это один из подклассов validation. Еще раз, пожалуйста. Вот это как раз из тех штук, которые за пределами моего понимания, поэтому мы не рассматривали. Я, честно говоря, очень смутно понимаю, как она может ее заменить. Ну, я примерно понимаю, о чем вы говорите, но я вот сейчас с места затрудняюсь представить код, который это делает. И кроме того, плагин для continuation, он не производит впечатления, что называется, production ready. То есть я просто не знаю библиотек популярных, которые бы им пользовались, и не слышал о проектах, которые бы их пускали в продакшн. Ну, из того, что мне понравился Circumflex Framework, потому что там просто мало кода. Я за полвечера где-то его весь отсмотрел, понял, как он устроен. Вроде все. Никакого переезда сейчас не идет. Это вот просто констатация факта, что нам не очень нравится лифт была. Что еще раз? Вы имеете в виду другой протокол передачи данных вместо HTTP? Не знаю, не видел. Надо понимать, что проект начинался год назад, и очень многих библиотек, про которые сейчас все говорят и про которые все знают, тогда просто не было. Перегрузка операций нет, неявное преобразование типов да, в основном для того, чтобы сделать код контроллеров покрасивее, у нас сделаны неявные преобразования вот из классов ошибок, из классов наших моделей в HTTP-ответы корректные. Вроде больше ничего. Мы еще много использовали cake pattern, поэтому у нас там достаточно много развлечений с self-type annotation, с трейтами. Эта фича не выглядит очень сложной. Да, тестирование проводилось, я не уверен, что я могу рассказывать конкретные цифры. Хорошо, у нас получилось, что формирование вот этой ленты в худшем случае порядка 400 таких лент мог формировать наш сервер при испытаниях. Да. Это, очевидно, можно улучшить. Во-первых, собственно, решить проблемы с большой локацией памяти, потому что у нас там сейчас период между сборками мусора
порядка 2-3 секунд. Это, по-моему, немножко меньше, чем должно быть при хорошем раскладе. Кроме того, не выполнены некоторые оптимизации в Монге. Нет, это именно одна нода. Две ну, почти линейно давали. На 4 и больше мы пока не мерили. Не знаю. Ну, там пытались что-то оптимизировать. Из того, что я слышал, первое, все упиралось, во-первых, в производительность одного SQL сервера, и никто не хотел развлекаться вот с репликацией на его основе. Второе, видимо, в принципе, вычислительная производительность Python, ну, потому что понятно, что, ну, как ни старайся, строки он будет клеить медленнее, чем Java. Ну, я понимаю. Ну, в общем, вот. Еще вопрос? В Keypattern, собственно, верхнеуровневые рантайм компоненты, они явно инстанцируются. Ну, конкретно у нас это сделано просто использованием Singleton Object конструкции скалы. Вообще они просто могут инстанцироваться оператором new. Основная идея, что от зависимости верхнеуровневого компонента они выражаются в виде отдельных типов, от которых он зависит, и зависимость и удовлетворение этой зависимости проверяется на этапе компиляции. То есть не порождают новых объектов, но просто когда компонент создан, у него оказываются доступны все необходимые методы. Трудно выразить, лучше всего почитать. Ну вот, я думаю, презентацию выложат. У меня есть ссылка на замечательный блогпост.